Вот живем и живем в Аргентине почти полгода, а здесь мы еще не были. Мы украли продукты. Как говорится, в Аргентине пиццу едят вилкой и ножом. Вот это. Они как мы животные руками. Шоколадный ликер. О боже. И отсюда отходят пригородные поезда. Из-за этого, говорят, тут не очень безопасно, но выглядит потрясающе. Всем привет! Мы посмотрели сейчас матч Спартак Ахмат. Вот, Егор болеет за Спартак. И Спартак недавно купил несколько латиноамериканских игроков. И мы смотрели, как они играют. Ну, что скажешь? 0-0. Матч закончился 0-0. Но это не показатель, перечисли игроков. Может быть, наши зрители, наши подписчики знают прибыль. Барко из Риверплейта пришел в Спартак Москва. И Ну. очень здорово там играть. Сейчас закроем вот тут шторинку и пойдем Сколько градусов? кушать. По-моему, градусов 14. Пришли, и тут оказались не рестораны, как фудкорт внутри, где сидят и кушают. Можно снаружи, можно внутри. Но выглядит вообще очень стильно, очень классно. Ну, пойдем. Решили, что выберем немножко другое место, чтобы посидеть, да. Ветер сильный, ужасно сильный ветер. Замерзли уши, замерзла шея. А здесь очень большое скопление людей. И мы сначала не поняли, почему. Здесь афиши с разными представлениями, не знаю, театральные постановки, шоу. Но людей очень много. Сейчас вот сниму. Вот такая история. Но там дальше я снимать не буду, ребят, извините. Обстоятельства таковы. Мы не смогли попасть в ресторан перуанской еды ни в один, ни во второй. И мы ходили кругами вот тут по Риколете, чтобы найти хотя бы уже какую-нибудь кафешку, чтобы там было место. На самом деле, вот, если кто не знает, по воскресеньям очень много людей, которые кушают в кафе, да, в принципе, в любых общественных заведениях, даже в Макдональдсе народа очень много, и сложно найти себе место. Тут нужно или бронировать, или же ходить по субботам. Да вот, и это наша большая ошибка, мы уже не первый раз так ошибаемся, где-то закрыто, где-то нет места, и нам просто приходится, вот, мы уже практически возле дома, сели в очень милую пиццерию, очень такой интересный интерьер, и заказали пиццу. Какую бы вы подумали, да? С прошутто. Вот, она даже так и называется. Мы посмотрим, что это будет за прошут. Мы тут пробовали, на самом деле, прошут, да, один раз. Вяленое мясо. Испанский хамон. Как он называется? Хамон. А у него должна быть какая-то приставка. Ну, типа, к тому, что есть хамон кокида, например, есть хамон вяленый. Ну, в общем, вяленый хамон. И нам он, на самом деле, так себе понравился. Но дело привычки. Сейчас посмотрим, что нам в пицце принесут. Я пыталась заказать субмарина, но его просто нет. Возможно, проблема с кофемашиной и все, что связано с кофе или с кипятком, не знаю, потому что чая тоже нет. Вот. Так как нет кофе и чая, мы заказали спрайт и фанту. И посмотрите просто на бутылки. 350 миллилитров. Да? Нифига себе. Я вообще такие не видела на самом деле. Вот такая рифленая. Так выглядит. Вообще, по-моему, очень стильно. Вот она пицца. Лопаточки нам так положили. Все вот это вот. Все как мы заказывали. Шут, оливки, вяленые помидоры, сыр. Как говорится, в Аргентине пиццу едят вилкой и ножом. Вот это. Они как мы животные руками. Это нам в комментариях сказали так. Поэтому Егор ест вилкой и ножом. Так, как раз пока тихо, расскажу о пицце. Она вообще обалденная, она очень вкусная. Про состав я уже рассказала. Так, тесто вообще невероятное. Тесто, в принципе, в Аргентине мы в первый раз такое пробуем. Это когда корочка снизу хрустит, а внутри само тесто очень
вкусненькое, вот. И мне и Егору понравилось, и мы прям попали случайно в эту кафешку, но прям оцениваю на 5 из 5, вот. Ты не меня снимай, ты конгресс снимай. Вот живем и живем в Аргентине почти полгода, а здесь мы еще не были. И вот этот конгресс, национальный конгресс, мы еще не видели. А выглядит он просто потрясающе. Ну-ка, смотрите. Если вы смотрите это видео, значит телефон у Алены не украли. Как вам такие варианты? Ликер, шоколадный ликер. О боже, 9800 стоит. Просто прекрасно. Но мы уже заказали, стоим в очереди. Вот, сейчас будем кушать. Так, ну что? Мы взяли капучино и нам туда добавили какой-то шоколадный сироп, шоколадную крошку. И вот такие конфетки. Такие вот. Что за конфеты я взяла? Смотрите вы. Все-таки я взяла 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 конфет. Вот. И тут еще зависит от того, какого они веса. Потому что, допустим, с фундуком будет немножко потяжелее. Шоколад вкусный. Немножко другое. Ну-ка покажи. Точно такого же у тебя. У меня как будто засохший. Приплюснуто сильнее конфет, да. Хорошо. Мы, короче, сейчас будем тогда пробовать, наслаждаться нашим свиданием. И потом все расскажем. Какие конфеты самые вкусные. Пока что смотрим. Даже есть такие мишки, очень милые, со сгущенным молоком. Мне очень понравились эти конфеты. Особенно понравились с ореховой начинкой. Было очень похоже на Ферреро Роше, только как будто домашнего приготовления. Вкуснее, то бишь. Я знатно кайфанул. Очень вкусно. Я думаю, что не зря мы сходили, потому что шоколад действительно, ну, конфеты, как Ферреро Роше, сама основа шоколадная, и орешки, и все это так прям с душой сделано. Но и стоит, конечно, тоже это недешево, то есть ты не будешь каждый день покупать такие конфеты, шоколадки, но еще стоит попробовать мороженое, вот, которое рекомендуют, франуи, малина в шоколаде с мороженым или без. Мы видели просто отдельные коробочки, я думаю, вы знаете, о чем мы говорим, потому что мы попробовали, я вроде спросила какие-то классические, подскажите, вот что вы порекомендуете. Он говорит, ну вот как-то у нас все тут классическое, вот это с орехом фундуком, это с грецким орехом, это с миндалем, это мусс и разные начинки, действительно, которые все довольно вкусные. Вот, но нам понравилось больше всего с фундуком. Муж довольный. Тебе понравилось? Да, спасибо тебе. Выглядит интересно, да? Да, выглядит очень красиво. Где мы находимся? Расскажи. Мы находимся на станции Ретира. А что, мы куда-то уезжаем? Нет, мы остаемся в Буэнос-Айресе, но нам нужно тут поделать деловые дела. И отсюда отходят пригородные поезда. Вот. Из-за этого, говорят, тут не очень безопасно, но выглядит потрясающе. Потолок. Выглядит очень красиво. Так мы пришли сюда, чтобы Зарегистрировать карточки Субы. Говорю по делам, чтобы не раскрывать карты. Так же. Да не, ну это правда, это то, с чем мы столкнулись. Мы хотим зарегистрировать, чтобы проезд был дешевле. Вот и все. держу. Ой, после такого надо было выпить еще Висенсио. Я, наверное, сейчас не покажу, что мы приобрели. Но мы в первый раз сходили в Кота, чтобы закупиться продуктами, посмотреть по ценам, потому что нам все говорят о том, что там дешевле. У нас рядом кота нет. У нас рядом нет его, а мы сейчас ушли куда-то вглубь, в тьму тараканью, так сказать. Сходите в русскоязычный магазин «Авоська». Вот, многие в комментариях про него писали, и мы решили его посетить.
А в авоське мы купили пельмени. Мы купили творог, пельмени, в общем, продукты. Взяли водички попить. Зашли в овощной, там еще купили. И когда мы набрали много продуктов кота, мы пошли на кассу, и нам предъявили, что мы украли продукты. Но мы этого не делали. Вот, что мы украли продукты. Ну, конечно, мы этого не делали. И нужно было на продукты, которые мы принесли, наклеить наклеечку охранника на входе. Мы не знали, мы первый раз с таким сталкиваемся. Обычно у нас с собой везде есть чеки, но тут на кассе у нас спросили, что у вас в пакете, посмотрели, есть ли у вас чек, но мы не нашли сразу. И потом какое-то небольшое выяснение и поиск чека дал результат. Мы нашли чек из овощного, а пельмени, на пельменях была этикетка, ну, явно не аргентинская, она была написана на русском языке, ну, явно не в кота мы ее купили. Ну, охранник нам объяснил, что нужно заходить, нужно приклеивать эти наклеечки. У нас забрали овощи, куда-то унесли, видимо, проверять там по какому-то, не знаю, QR-коду, да. Может быть, хотя там нет QR-кода. Мне кажется, она просто ходила, смотрела, похоже на их овощи. Это было бы вообще супер забавно. Если так, то, может, он действительно посмотрел, есть у них такие овощи. Ну, мы взяли, там виноград был, киви, 2 киви было, и груши. И мы купили фильтры. Капсулы. Ну, капсулы, ладно. Капсулы для кофе, многоразовые. Нам писали в комментариях, и поехали машины. И, конечно же, мы воспользовались этим советом и пошли в Кота, чтобы посмотреть капсулы для кофе. И сейчас идем покупать рассыпчатый кофе в капсул-мейкер туда же. И думаем, что так будет выгоднее. Ребята, всем привет! Сегодня наипрекраснейший день, потому что у самого лучшего, прекрасного, любимого человека, друга, приятеля, по совместительству мужа день рождения. Егору исполняется 27 лет, и я безумно сильно его люблю, и люблю его праздник, и люблю устраивать разные сюрпризы. Поэтому сегодня я покажу вам, и вот прямо сейчас я покажу вам то, что я ему приготовила, и вы, надеюсь, насладитесь вместе с нами. Посмотрим на его реакцию. А пока что давайте все вместе залайкаем это видео, напишем в комментариях поздравления Егору. Егор читает комментарии, и я думаю, что ему будет очень приятно. Давайте его поздравим все вместе с днем рождения. Ну и, конечно, подпишитесь, если вы еще не подписаны, для того, чтобы наша маленькая семья в 1000 подписчиков расширялась, нас становилось больше, и мы делали классный контент и как-то развивались, потому что вы вдохновляете, вы мотивируете. И что же за сюрпризы я устроила Егору, вы сейчас узнаете. Один из сюрпризов забрала. О, шары. Это было супер непросто. Во-первых, я была в таком месте. Там был какой-то текстиль оптом, ткани, шторы, ковры. Это было так необычно, на самом деле. Я боялась доставать телефон, камеру. Я обошла 4 магазина, потому что не у всех были доставки. Я не знаю язык, никто не понимает по-английски. Я как-то пытаюсь на испанском, где-то с переводчиком, где-то без, спросить, есть ли шары с гелием, есть ли доставка, сколько стоит, какие есть цвета. Ну, то есть, понимаете, это такое огромное количество разговоров, вопросов, которые мне нужно узнать. А я не понимала не всегда, ну... Я обожаю реакцию аргентинцев. Они говорят: ой, все хорошо, транкилио, нормально все, не переживай, все хорошо, давай сейчас что-нибудь там загуглим, посмотрим. В итоге мне получилось купить шарики, но сейчас я даже не уверена, заказала ли я доставку или просто оплатила, и мне нужно будет туда приехать. Потому что я не дала свой адрес. Я дала предоплату, взяли мой номер телефона. Но адрес как-то мне тоже вылетел из головы, потому что было жарко. Мне дали номер, я написала вот сейчас на WhatsApp и жду результата какого-то. Это вообще, типа, привезут ли мне или нет, или мне надо будет завтра в 10 утра ехать. Так, ну
что, я очень переживала, что какой-нибудь шарик лопнет. Надеюсь, что я нормально донесу, потому что ехала на автобусе. У нас традиция, я Егору на день рождения всегда дарю шарики. Любимка? Не смотри, иди в ту комнату, в зал. Стой там. Ты в зале? Сейчас. Магия. Мне кажется, по звукам понятно. Это не листочек. Любимка, ну это тебе шарики, они немножко запутались. Ну это для тебя, мой хороший. Спасибо. По традиции. А? С водой или что там? Ну нет, там, мне кажется, что-то песок или... ну хотя тоже похоже. Ну, надо их просто распутать. Я их еще смяла в кулаке, боялась, что они лопнут. Такой ветер, везде листья падают. Настроение, день рождения. Ох, сколько шариков, аж допутался. Кто в глазок подсматривал, я что-то не поняла. Ты не увидел ничего? Ну ладно. Почему 6? Их 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А видел, какое тут сердечко? Вообще-то. Синее, красивое. Для моего любименького. Чтобы настроение было такое. День рожденческое. Сиди. Это еще не все. Готовься, следующий подарок скоро будет. Еще стул поставила. Что это такое? Поставила, поздравляйте меня. Так, ну что, сейчас готовим все для поздравления. Вот так выглядит потрясающе. Торт красивый, божечки. Но это уже палево. Загадывай, Ивана? Да, думаю. Они самоподвигаемые? Да вроде нет. Записка, да. С днем рождения, мой любимый! Подарок – это самое настоящее впечатление. Я хочу их подарить тебе и разделить их вместе с тобой. Очень тебя люблю. Будь готов. Завтра 8:30. Ну, завтра, получается, и узнаешь. Третий сюрприз. Будем кушать. Это Наполеон? тортик. Да. Ну, хорошо выглядит. Ну да. Небольшая пояснительная бригада. Вас могло смутить то, что я посмеялся, когда уточнил, торт ли это Наполеон. В чем, собственно, дело? Совсем недавно, неделю-полторы назад, я что-то покопался в себе и подумал, что на самом деле вокруг меня все всегда так любили Наполеон, родители, бабушка, дед, и все время говорили, что это очень вкусный торт, настолько, что я сам начал верить, что для меня это самый вкусный торт. Я понял, что мне больше нравятся другие торты. И я рассказал об этом Алене, но, как оказалось, на тот момент она уже заказала торт Наполеон. Об этом я узнал сегодня, вот поэтому я поулыбался. И третий сюрприз, который подготовила Егору, будет завтра, а вы уже увидите в следующем влоге. Поэтому обязательно подпишитесь, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Там будет третий сюрприз эмоций. И мне кажется, будет супер классно. Идем праздновать!
Оля Чикос, muchas gracias por поздравление на день рождения. Мой день рождения уже подходит к концу, завершается этот день. Он прошел необычайно хорошо. Всем огромное спасибо за поздравления, я перечитал все комментарии, спасибо, что лайкали пост. Я пролайкал все ваши поздравления. Muchas gracias. Надеемся, блоги станут качественнее, и у меня, и у Алены теперь микрофоны. А эти палатки с черепанами, с мясом, с какими-то ребрышками. Я не понимаю. Ты мне доверяешь? Все хорошо? Круто, очень круто. Я не ожидал, что так классно будет. Не знаю, давай до того здания доедем. Чуть меня 2 раза не сбили. Ну, неплохо, да, за 500 песо, правильно?